там вдали видно. Меня креветка грызет. Ой, тут их много. СПА-процедуры. А сейчас будет наглядная демонстрация того, как рак-отшельник залазит в свою раковину обратно. Можешь его чуть намочить? Ну, принести воды и на него брызнуть. Перевернулся. Ракушка еще перевернулась. Это он у меня залазит, по-моему. Ага. Прикольно. Все, залез. Как ни в чем не бывало. С домика. И пошел. Ну, я думаю, теперь найдет новую ракушку. Хватай его, неси сюда, сейчас буду кормить его. Давай, вот. Что он не боится. Собак. Он пил воду из моря, мне стало его жалко, а потом еще напоил его. И пошла. Глянь, не ест еще. А так вот люди устраивают себе кемпинги на берегу моря, отдыхают по несколько недель, а некоторые и месяцы. Купил только что небольшой арбузик. Пихнул его все в сумку. Передвигаюсь на водопад Джур-Джур. Деду кушаю виноград, а сзади в портфеле лежит арбузик. Сейчас карабкаю, слезу на гору. Там, где водопад Джур-Джур, поселка Генеральская. Как же тут красиво. Шикарный просто закат. Продолжается подъем на водопад Джур-Джур. К сожалению, уже вида вообще никаких нету. Еду с одной стороны гора, с другой стороны гора. Надеюсь, впереди будет изумительный вид. Жарковато, конечно, ехать в гору на велике. Уже от моря поднялся на высоту 170 метров. Интересно, сколько будет на водопаде. Кстати, уже вечер. Ночевать тоже был где-то там в том районе. Только что ехал, вижу, смотрю, что-то прилипло к колесу. Решил провести рукой во время движения. Оказалось, эта колючка была встрятая. Не знаю, 7 уровень защиты от проколов защитит или нет на этот раз. А то я насос дал Сане. И как-то теперь без насоса страшненько ехать. Скорость упала до 5 км в час. 5-6. Но теперь я увидел в заднем зеркале просто нереальный вид. До сих пор на встрече едут уазики с водопада. Такое ощущение, что никто там и ночью делают экскурсии. Подъехал уже к селу Генеральское. Вот оно внизу. Здесь действительно безумно красиво. Вон какая-то длинная ферма, ульи. И вот очередной уазик едет с водопада. Сказали, что внизу есть место, где заночевать. Будет плоская такая местность, поляночка. И рядом с ней будет родник. А я с собой везу литров 6, наверное, воды. Здравствуйте, на водопад куда? На водопад, на велике, туда в горы. Довольно-таки атмосферное место. Только что у местных спросил, как никуда добираться. Объяснили дорогу на водопад, на плато. Только что покушал алычи. Вот мой велик с арбузом. Самое главное в таких путешествиях — это нормально питаться, ведь нагрузки, ну, такое, мне даются легко. Остановился на ночевке. Прикольно светятся мои шины, конечно. Внизу родник. Сейчас буду делать костер. Мне так раз это и дров приготовил. Здесь сейчас будет стоять палатка. Тут будем и спать. Кстати, местные говорят, что здесь водятся волки. Вот, тут даже есть турничок. Можно утром позаниматься немножко. Поставил палаточку. Начал жечь костер. Тут ветер сильный. Прям в сторону палатки пришлось сделать вот такую вот стеночку, чтобы искры не летели на палатку. А то Саня меня убьет за нее. Время 8 утра. Решил все-таки велосипед я засунуть в палатку.
Потому что я понял, что буду просыпаться от каждого шороха, если не засуну. Буду бояться, что его украдут, потому что снаружи не к чему было его привязать. Ночью был очень сильный ветер. Велосипед сразу стоял. И потом из-за очень сильного ветра он упал просто посреди ночи на меня. Мне повезло, он не так меня сильно ударил, но упал практически на лицо. И вот палатка. И сразу же есть место, где умыться, почистить зубы. То есть внизу пару метров нужно спуститься и водопадик. И сразу, кстати, слева от палатки ягоды. Ко мне пришла в гости корова. Жесть. Это бык. Это не корова. И в этот момент я телепортировался сразу метров на 5. Короче, боднуло мой велик. Он упал. И он пошел дальше. Пойдем здесь реально жестко. Приехал к магазинчикам возле водопада Джур-Джур. Оставил велосипед у продавщицы меда. Теперь поднимаюсь на водопад. Уже открывается вид на ручей с водопада Джур-Джур. Вот, до водопада 150 метров. Это я в детстве, когда здесь был с мамой, болел немного, поэтому не покупался. Сейчас наверстаю упущенное. Вот он. Поднялся еще выше водопада, тут такие вот каскадики, маленькие водопадики. И от холодной воды аж такой ветерок ледяной. Вот выше по водопаду еще одно красивое очень место. Спросил у женщины, если что-то вверху интересное. Сказала, вверху смываются грешки, внизу для здоровья. В общем, нужно покупаться в каждом. Видимо, волк походил по свежезабетонированному забору. Выше сказали, уже ничего нету. Сейчас будем смывать грехи. Да, ходочка, конечно, жесть. Прям вообще жесть. Хорошо. Какая горячая водичка. Там сверху тоже есть где покупаться. Спасибо тебе, добрый.
молодежь нельзя купаться. Мы обратно ехать тут приятнее, чем вверх карабкаться было. Кстати, мужик сказал, что на плато я, возможно, тоже заеду, если сюда смог заехать. Там примерно такая же жесть. Самая жесть. Отлично. Да. Выполняем запасы водички. Так, ну ты часов до 8 вечера впустишься, надеюсь? Ну да. Оставил вещи. Ну ты же видишь, да нет? Угу. Выезжать теперь в горы, смотреть на пещеры, ледники. Скачал приложение Maps.me, там все вроде бы отмечено, все карты. А одна пещера даже с ледником вообще. Да, налегке, конечно, круто ехать. Короче, Maps.me тоже какая-то фигня. Нашла в ней каким-то тропом диким с самого начала. По хардкорчику. Вот такой жест. Ехать сейчас 24 километра. И в этом месте еще хорошая дорога. Только что было много хуже. И как назло, второй контактный ботинок тоже сломался. Точно так же, как первый. Еще на выезде из деревни. Поэтому я только в одном контакте. Надеюсь, не направо. А, не направо. Переворачиваюсь. Блин, я мог слева объехать. Так, здесь пошла чуть получше дорога. Уже весь мокрый, без душа. Опять пошла жесткая жесть. Ого, что-то тут немножечко круто. Я сейчас еду на гору Тайкаба, и высота этой горы 1259 метров над уровнем моря. Управляемость вообще никакая. Колесо поднимает перед ним. При этом высота наивысшей точки Крыма 1545 метров. К сожалению, тут опять немножечко вертикальный подъем. Фух, решил опять заснуть. Как я мучаюсь. Опять жесть! Поднимать колесо, не поехать здесь. А плато, на которой я поднимаюсь, называется Караби-Яйла. Его площадь составляет около 120 километров квадратных. Средняя высота с 1000 метров над уровнем моря. Какие-то щуки. А, это жаба, что ли? Здесь, наверное, не ездил с велосипедом вообще никогда. Фух. Жесть, тут моря просто. А мне пока тут кататься. Конечно, жестко. Но, блин, интересно, весело, прикольно. Ух ты, ё-моё, зачем тут спуск вниз? Ну, что вниз? Не хватило вверх. Нет. Чем вниз? Только не вниз. Я примотал здесь бутылочку с крами скотчем и гоняю по такой жести. Ух ты, ё-моё, это что, ледничок такой? Сейчас будет какая-то речушечка. О, подъемчик, любимый. Конечно, в контактах не особо ты и поедешь, потому что можно упасть очень легко. Погнали. Интересно, проехала бы здесь двойка. А не подскажете, этот родничок где-то должен быть?
Сюда я, походу, при всем желании не доеду. Не вижу просто. И после всей этой жести, после всех клещей, что-то мне подсказывает, что впереди очень неприятный вид. Ё-моё. Офигеть. Вот такое вознаграждение, офигеть просто. Вот это вид. Доехал я до этого места. И этот навигатор Maps.me говорит, поверните налево. Я думаю, как же мне поворачивать налево? Опа! А здесь тропиночка такая малюсенькая. И как по ней мне пробираться, не знаю. С велосипедом. Только что часть тропинки в лесу мне удалось проехать. Дальше до плата идет вот дальше такая же тропинка. Теперь она идет по солнцу. Продолжаем. Это просто адская жесть. Эта тропинка все идет и не прекращается. Не знаю, либо этот чувак специально поставил, либо он что-то напутал. Но я очень сомневаюсь, что здесь туристы ходят. Пробуем ехать дальше. Впереди показывает какую-то дорогу. Идет автомобильная. Нет, еще одну тропу. Какого хрена мне повел навигатор по этой дороге? Тропиночке, мне непонятно, если здесь была нормальная автомобильная дорога. Возможно, она была в объезд. Я по ней хотя бы ехал. Сейчас поедем дальше. Потерял, наверное, час времени на эту тропиночку. Это вообще идеальная дорога. Боже, какой кайф ехать по дороге. Даже по такой крутой. По сравнению с той тропинкой. Здесь, конечно, жарко. От солнца. Но ветерок очень довольно-таки прохладный. Думаю, ночью здесь вообще плюс 8 может быть. Боже, какая красота. Люди идут пешком. Думаю, даже жестче, чем я на велике. Интересно, куда они пешком идут. Вау, красиво. Так, наконец-то я заехал на самую высокую точку местного плата. Высота почти 1300 метров. Сейчас поеду в пещеры. Вон еще один уазик едет. И вот земля такая вся как в кратерах. Это карстовые пещеры. Кушай арбузик. А вон стоит мой велосипед. Многострадальный. А там вон вдали видно кратеры и карстовые пещеры. Это очень молодое плато. Молодые Крымские горы. Это обозначает, что они будут расти еще в течение нескольких миллионов лет. Вид вообще сумасшедший. Там еще какие-то экскурсии приезжали на джипиках. Немножко перекусил арбузом. Сейчас буду выдвигаться к пещере.
Далеко эта пещера уходит? Я потерял камеру возле пещеры Крубера.